Русский исторический анекдот. От великого до смешного один шаг. Родословная. Когда граф Разумовский получил гетманское достоинство, он решил посетить Киев. Префект Киевской духовной академии иеромонах Михаил Казачинский, желая польстить графу, поднес ему в великолепном золоченом переплете сочиненную им генеалогию, в которой род Разумовских велся от знаменитого и древнего польского рода Роженских. «Что это такое?» — спросил Кирилл Григорьевич. «Родословное вашего сиятельства», — отвечал Казачинский, низко кланяясь. «Моя родословная?» — с изумлением произнес Разумовский, листая книгу. «Но каким образом она стала такой толстой? Род вашего сиятельства происходит от знаменитых князей Роженских». «Ба, почтенный отец, что за сказки вы мне тут рассказываете?» — с улыбкой сказал граф, не имевший привычки чваниться. «Моя родословная гораздо короче. Мой отец, храбрый и честный человек, был простым казаком. Моя мать — дочь крестьянина, также честного и хорошего человека. А я, по милости и щедрости ее императорского величества, моей государыни и благодетельницы, граф и гетман Малой России, в ранге генерал-фельдмаршала. Вот вся моя родословная. Она короткая, но я не нуждаюсь в другой, потому что люблю правду больше всего. Затем, почтенный отец, прощайте». С этими словами Разумовский повернулся спиной к сконфуженному Казачинскому. Холодно. Однажды, находясь с графом Федором Васильевичем Растопчиным в обществе, где было много князей, император Павел I поинтересовался у него: «Скажи, отчего ты не князь?» После минутного колебания Растопчин спросил императора, может ли он назвать настоящую причину, и, получив утвердительный ответ, заинтригованного Павла сказал: «Предок мой, а он был из татар, приехал в Россию зимой, в этом все дело». «Какое же отношение имеет время года к достоинству, которое ему пожаловали?» — спросил император. «Когда татарский вельможа, — начал объяснять Растопчин, — в первый раз являлся ко двору, ему предлагали на выбор или шубу, или княжеское достоинство. Предок же мой, как я уже сказал, приехал в жестокую зиму налегке, поэтому он рассудительно отдал предпочтение шубе». Присутствующие поняли, против кого рассказчик направил яд своей басни. Среди них был и князь Николай Борисович Юсупов, тоже из татар, очень гордившийся своим княжеским достоинством. При этом его рассудительность иногда никла перед высоким титулом. Беда России. Как-то граф Федор Васильевич Растопчин присутствовал на представлении в одном из парижских театров во время дебютного выступления некоего актера. Актер был откровенно плох, публика страшно ему шикала, и только Растопчин аплодировал. «Что это значит?» — спросили графа. «Зачем вы аплодируете?» «Боюсь, — ответил Растопчин, — что если его сгонят со сцены, он отправится к нам в Россию в учителя». К слову, друг Растопчина, Александр Булгаков, рассказывал, что в молодости, когда он служил за границей, один англичанин спросил его, есть ли глупые люди в России. Несколько озадаченный таким вопросом, он отвечал: «Вероятно, есть, и, полагаю, не меньше, нежели в Англии». «Не в том дело, — возразил англичанин, — вы меня, кажется, не поняли. Мне хотелось узнать, почему ваше правительство использует на службе чужеземных глупцов, когда имеет своих». Градоначальник. Московский генерал-губернатор, генерал-поручик граф Федор Андреевич Астерман, человек замечательного ума и образования, отличался необыкновенной рассеянностью, особенно под старость.
Садясь иногда в кресло и принимая его за карету, Астерман приказывал вести себя в Сенат. За обедом, бывало, плевал в тарелку своего соседа или чесал у него ногу, принимая ее за свою собственную. А иногда подбирал к себе края белого платья сидевших возле него дам, воображая, что поднимает свою салфетку. Забывая надеть шляпу, гулял по городу с открытой головой или приезжал в гости в расстегнутом платье, приводя в стыд прекрасный пол. Часто вместо духов протирался чернилами и в таком виде являлся в приемный зал к ожидавшим его просителям. Выходил на улицы из кареты и более часу неподвижно стоял около какого-нибудь дома, уверяя лакея, что не кончил еще своего занятия, между тем, как из дождевого желоба на него падали капли воды. Вступал с кем-либо в любопытный ученый разговор и, не окончив его, мгновенно засыпал. Императрице Екатерине не раз представлял вместо рапортов счета, поданные ему сапожником или портным и тому подобное. Раз правитель канцелярии поднес ему для подписи какую-то бумагу. Астерман взял перо, задумался, начал тереть себе лоб, не выводя ни одной черты, наконец вскочил со стула и в нетерпении закричал правителю канцелярии: «Однако ж, черт возьми, скажи мне, пожалуйста, кто я такой и как меня зовут?» Граф Федор Андреевич Астерман, несмотря на безмерную доброту, иногда умел быть и злопамятным. Он считал, что граф Иван Павлович Кутайсов был его врагом в царствовании императора Павла I, и когда уже в царствовании Александра I Кутайсов явился однажды к Астерману с визитом, его не приняли. Однако после визита Кутайсова Астерман послал ему свою карточку. Потом графы заочно обменивались по праздникам визитными карточками, и только. Астерман вообще жил очень открыто, и каждое воскресенье у него бывали обеды на 50 и более персон. Раз кто-то, разговаривая с Кутайсовым, выразил удивление, что граф сам не поедет когда-нибудь в воскресенье обедать к гордому барину. «Ну как я поеду? Астерман никогда не зовет меня». «Ничего», — ответил советчик Кутайсову. «Никто не получает приглашений на воскресные обеды Астермана, и все к нему ездят. У него дом открытый». Думал Кутайсов и поехал к Астерману перед самым обедом. В гостиной Астермана уже сидели все тузы и вся сила Москвы. Кутайсов вошел. Астерман, как увидел незваного гостя, тотчас с приветствиями пошел навстречу, усадил на диван и, разговаривая, через слово величал «Ваше сиятельство, ваше сиятельство». Обеда ждали долго. Наконец камердинер доложил, что кушанье готово. «Ваше сиятельство», — сказал Астерман Кутайсову, — «извините, что должен оставить вас. Я теперь отправляюсь с друзьями обедать». И, приветливо обращаясь к другим гостям, Астерман проговорил: «Милости просим». Граф Кутайсов остался один в гостиной.